Привет. Да, у нас есть время, я себя остановлю. Ты когда первый раз был в Лондоне, что тебя больше всего удивило, поразило? Цены. Цены? Да, вот как там дорого жить. Дорого жить? Да. Ты все в тенге переводил? Да. И что? Ну, я понимаю, они там и зарабатывают хорошо. Блин, все равно дорого. А что именно? Вообще- Либо кока-кола дорого стоила, или кофе, я не знаю, что, Да что вообще тебя... все, и продукты, и вообще вещи, все дорого стоит. Налоги ты- тоже дорогие. Ты уже налоги изучал? Ну, было дело. Ты узнал о интересе Челси в школе? Не прям в школе, вот после школы, когда домой приехал, обедал, и потом мне папа позвонил, сказал, вот приезжай в офис Кайрат Сайтач. И вот там мне объявили о просмотре в Челси. И твоя реакция? Сначала не поверил, ну как так, типа Челси в СНГ заглядывают, следят, особенно, ну тем более за мной в Казахстане. Не ожидали, что так в таком возрасте его могут пригласить в один из топовых клубов английской премьер-лиги. И до последнего дня, сколько мы там находились, я не понимал, насколько это реально возьмут или не возьмут клуб. Но впечатления у нас были очень положительные. Герман Ткаченко рассказывал про вас, в частности, что папа очень важный фактор. Когда он доверился и поверил, он стал нам помощником. Расскажите вообще, как происходил процесс именно взаимодействия вот в этом трансфере с вашей стороны? Вы сомневались, колебались, уезжать в Англию, не ехать? Какие были сомнения? Так как ребенок несовершеннолетний, еще не сформировался, и для меня немножко и для мамы была тревожность такая. Поэтому несколько месяцев у нас были такие переговоры немножко нервозные в плане том, что я переживался не то, что именно в Лондон, а то, что в таком возрасте раннем, как его туда отпускать. Вопрос стоял только о том, чтобы как его не оставить там одного в Лондоне, да, чтобы, то есть это не просто съездили, приехали, это же получается просто мы должны туда перебраться, да, ради его будущего. Когда вы поняли, что да, надо в Челси соглашаться? Мы советуемся на семейном совете, то есть супруга, я и, понятно же, это сын, сам Дастан, он очень убедил меня, сказал, папа, эта возможность не каждый раз дается, тем более топовый клуб английской премьер-лиги. И он сказал, не переживай, он убедил меня и маму о том, что можно идти, не боясь. Обычно такое распределение в семьях, где мама и папа родители футболиста, отец добрый полицейский, давай тренируйся больше, думай о карьере, а мама злой, давай думай об учебе, образовании, о семье и так далее. Как это у вас? Нет, у нас совсем все по-другому. Папа у нас вообще ко всему так ровно. Я больше поставила ставку на спорт, потому что видела перспективу в нем, талант. Нам даже в начальной школе Ольга Васильевна была преподаватель. Она дала мощную поддержку. Где-то вот нас с уроков отпрашивала, потому что она жестко в Кайрат, когда мы поступили, там, что мне в Кайрате нравится, там очень жесткая дисциплина была в то время. Именно вы, проговорим еще раз, настояли, увидели перспективу, я правильно понял? Увидел дедушка наш. Он приезжал к нам и смотрел во дворе, как он играет. И он мне сказал, говорит, Мадина, сводите его на просмотр вот в Кайрат клуб. Вы и как вот так отреагировали? вот так сначала я так думаю, я сказала, да нет, пап, зачем? Потом он говорит, нет, сводите, и вот так вот мы попали в футбол. Мне говорили, по крайней мере, про начальную школу, что он учился очень хорошо, это правда? Он, правда, да, он на доске почета висел, он отличником был. Почему-то я думала, если даже у него в спорте не пойдет, то по учебе он бы это все схватил. Он почему-то вот такой ребенок, я не знаю, он все схватывает. Если вот ему дать задачу по учебе, он может уйти и сделать
50% учеба, 50% то, что ему это... Ну, в спорт, конечно, он все 100% отдается. Даже мы как-то дисциплинированнее стали. Серьезно? Да, благодаря Достану. Весь Казахстан болеет за Барселону и Реал, за Месси и Криштиану. Этот старый футбольный мем не такой уж и стереотип. Нам в Алматы даже признались: Эль Классико – главный матч страны за весь сезон. А прямо сейчас мы расскажем вам, где лучше всего смотреть матчи любимых команд из топовых лиг Казахстана, России и всего мира. Конечно, на Кинопоиске в разделе «Спорт». Выбрать на Кинопоиске есть из чего. Но как не пропустить самое важное? Легко. Вы можете выбрать любимую команду, и все ее матчи будете видеть на главном экране Кинопоиска в разделе «Продолжить просмотр». Болеете вы за Барсу, Реал или, как я, за Ювентус, свои главные 90 минут за неделю ни за что не пропустите. А в мобильном приложении Кинопоиска рядом с каждой трансляцией есть колокольчик. Жмите его, и перед началом трансляции получите уведомление. Мы приготовили для вас особенный подарок. По промокоду FC Кайрат 30 дней Кинопоиска бесплатно для новых пользователей. Переходите по ссылке в описании и приятного вам просмотра. Это самый дорогой трансфер для вас в футболе? Да, самый дорогой трансфер. И вообще самый дорогой трансфер казахстанского футболиста в зарубежный клуб. Не просто в какой-то клуб, а именно в топ-чемпионат и в топ-клуб. Ваша была первая реакция, когда вы узнали, во-первых, от кого вы узнали, что Сатпаев, ваш воспитанник, хочет Челси? Какая была ваша реакция? Ну, реакция была, честно говоря, тоже неожиданная, если я Она не поверит. не буду лукавить, да. И у нас очень было разных таких предложений, но все было словесно. Не было такого, знаете, что пришли там, вот мы официальное письмо получили, и с этого, когда мне генеральный директор сообщал об этом, мы стали уже относиться к этому более серьезно. Ты знаешь, мы об этом узнали, когда стали вести переговоры с руководителем скаутской группы Челси. Ага. На самом деле мы сами даже не знали об этом. Оказывается, они уже последние 2 года шерстят весь наш рынок. Это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан. Я был несколько шокирован, потому что когда мне сказал Герман, что у меня тут интересная история в Казахстане, парня из Казахстана хочет Челси, но я не очень вообще понял, о ком речь. А когда я понял, что парню 16 лет, его хочет Челси у Кайрата, я что-то вообще не понял. И потом я читаю и думаю, как такое вообще возможно? 16-летнего парня Челси покупает за такие деньги в Казахстане. Я вообще, по случаю, хочу Германа поблагодарить и его компанию, потому что мы его пригласили как эксперта, потому что у него очень огромный опыт подписания больших не только футболистов, но и работы с большими клубами. Мы первый раз столкнулись с большим клубом. И, оказывается, очень важны маленькие детали в контракте, на которые мы себе вот тоже взяли сейчас на вооружение. Ну, какие, например? Ну, например, есть моменты, связанные с тем, что все-таки они точно оценивают игровое время. Плюс они оценивают полезность, плюс они оценивают передачи, оценивают голы отдельно. Плюс они очень внимательно смотрят именно за медициной. Воспитание как футболиста, да, профессионального, это большая, конечно, заслуга, в первую очередь, его, всего тренерского штаба, всех работников клуба. Турниры, матчи на международные игры, которые предоставляет клуб воспитанникам сегодня. В том числе мой сын, это один из последних международных турниров был, где наши дети, команда выиграла Ю-18, лучшая академия Европы. Для нас была это большая гордость и возможности, которые клуб, который может предоставить такие условия для развития детей и, конечно же, поездки на международный уровень, где их видят многие скауты. И, конечно, есть возможность завтра, так же, как Достан, переместиться в любой европейский хороший клуб. И, конечно же, ключевую роль в переговорном процессе и подписании контракта, это, конечно же, тоже заслуга Германа Ткаченко, за что я тоже хочу его отдельно поблагодарить. Герман, очень сильно мы уважаем тебя, ценим за твою поддержку и за то, что он очень трепетно относится к Достану. Видно, что он тоже как психолог, с ним хорошую связь поддерживает и всегда созванивается, может там ему где-то подсказывать. Когда у нас начались переговоры, когда мы поехали на просмотр, я увидел, насколько
У Германа Ткаченко теплые отношения с руководством клуба «Челси». Я очень рад был, что он появился в жизни нашей и предложил свои услуги по дальнейшему развитию моего сына. Это редкость, когда клуб, продавая игрока, на своем официальном сайте выражает благодарность агенту. Это мы должны поблагодарить клуб, что они так сделали. Это вот тот маркер того, что клуб крутой, академия крутая и футболист крутой. Мы лишь были рады, так сказать, как бы довести намерения обоих клубов и игрока вместе. Ну и, конечно, мы благодарны Кайрату за возможность подписать его. Мы благодарны семье Дастана, которая позволила нам его представлять. Это было до Челси, да, ну сказать, но тем не менее это был тоже непростой, так сказать, разговор. Нам пришлось все убеждать. Первый раз, когда мы пришли в августе, нам отказали и там, и там. Что было самое сложное в переговорах с Челси по трансферу Дастана? Ну, в целом конструкция непростая. Это как бы отложенный переход, да, а при этом, так сказать, контракт между клубами действует. Сама юридическая конструкция была непростая. Убедить Кайрат и семью, может быть, они доверились уже и, так сказать, как бы согласились разрешить этот просмотр. Потому что все другие клубы большие хотели его, да, сказать. Все агенты звонили, представители клубов звонили, да, сказать, но стратегия, которая была нами выработана и доведена до конца, что мы позволяли Челси пощупать, что он из себя представляет, как футболист, как спортсмен, как личность. И она сработала. Всем известно, что вы работали с Челси при прошлом владельце Романе Абрамовиче. Сейчас сменился менеджмент Челси. Это другие люди, другой мир? Другой мир. Другое... Хотя мы кого-то встретили, да. Встретили? Когда я им рассказывал, да, сказать, да, встретили человека, который говорит, там, как бы секретарь клуба, это вот тот человек, который оформляет последние бумаги, подписывает, да, он был очень удивлен, когда я говорил. Я правильно понимаю, Дастан, что это в целом 2008 год твои ровесники? Да, это вот пацаны, с которыми я вот играл за одну команду. С 7 лет? Да, да. Серьезно? Да, да. Пойдем к ним. Пойдем, расскажешь. У тебя много друзей среди... Они все... Мои братья. Свинь. Алёма не видел, да? Ассаляму алейкум. Скажи, твои друзья, партнеры по твоему возрасту, какая была самая вспоминающаяся шутка про твой переход в Челси? Ну, они шутили, они думали, там какой-то, не знаю, клуб Казахстана, там меня пригласил, не знаю, и под названием просто Челси, поэтому. Он мне также рассказывал, когда он был в Челси, поехал на 2 недели на первые просмотры. Когда его в первый день отправили в Ю-16, там, через день его отправили в Ю-19. А на 3 день его отправили в Ю-21 Челси. И он там не потерялся. А через неделю он вышел с Ю-21, забил 3 гола. Понимаешь? Ю-16, Ю-18, я думаю, с нами на одном уровне, если честно. Ну, прям ничего особенного. С нами, с Кайратом? Да, да. Серьезно? Я думаю, мы можем даже их выиграть, если честно, если так смотреть. Думаю, мы сможем навязать борьбу. Ну вот кто старше, 21, конечно, видно, у них там есть кто уже в АПЛ играют, заигрываются. И у них опыта, где-то скорости, даже IQ побольше лет. С ними вот сложно. Ну, у нас была одна игра, и в первом тайме был один соперник, а во втором тайме поменялся соперник. Вот мы сыграли, можно сказать, 2 матча, ну не полных, с ребятами. Поначалу матч у нас не шел, но потом, как только мы взяли под свой контроль, у нас появились моменты, и мне удалось в этих 2 матчах забить 3 гола. И голевую передачу одну отдать. А ты, когда был в Лондоне, ты пересекался с командой главной, с командой Энцо Марески? Да, вот после матча нас отвели на базу главной команды. Они очень рядом находятся, совсем рядом. Там пешком можно пройти. И показали их базу, потом с игроками тоже познакомили, и даже с некоторыми мне удалось сфотаться. Это такие, как Кол Палмер, потом Кунку, Энсо Фернандес. Вот с ними я смог фотаться. И Мудрика тоже видел. А они в курсе, кто ты вообще? Ну вот Мудрик с нами начал общаться. Они все у нас спрашивали, как игра прошла. И Мудрик, когда начал на английском задавать, я ему начал отвечать на русском. Он удивился и потом спросил, откуда я с Казахстана. Пока что Дастан Сатпаев играет не на Стэнфорд-Бридж, а на центральном стадионе Алматы на улице Сатпаева. Нет, названо не в честь Дастана, а в честь главного ученого в истории Казахстана геолога Каныша Сатпаева. Вместе с проспектом Абая улица Сатпаева – главные точки притяжения в Алмате. А новое место силы в Москве здесь, в Винбоксе.
Это пространство, где объединены спорт, музыка и мода для тех, кто не боится создавать и делать разницу. На Винбоксе площадки для падела, стритбола, для игры в PlayStation и, конечно, футбольная коробка. Здесь проходят тренировки, мастер-классы, лекции и встречи с яркими творческими людьми, музыкантами, художниками и дизайнерами. Чтобы присоединиться к Винбоксу, достаточно получить Winbox ID. С ним можно записаться на турниры и встречи, поработать в коворкинге и воспользоваться сервисами. Оформить Winbox ID и узнавать все подробности о Винбоксе и расписании активностей можно по ссылке в закрепленном комментарии. Самый яркий перформанс Дастана, который вы видели? В 23-м году, у нас есть возраст Ю-18, он для нас очень важный. И мне дали этот возраст, чемпионат шоу. И получается, Дастан уже был в этой команде в заявке. И я когда взял команду, в первой же игре мы играли против Каспи дома, и Дастан забил 2 гола. Там первый гол он вообще сумасшедший забил левой ногой в 9-ку. Хотя, чтобы результат я показал с Ю-18, первая моя игра, и мой же воспитанник, наш же воспитанник забивает в моем дебютном матче 2 гола. Для меня это очень ярко было. По-моему, Академия Кайрата единственная в стране, которая едет в международные турниры. На каком турнире вы увидели, что Дастан может играть на уровне своих сверстников из европейского футбола? Я думаю, Швейцария. И плюс мы смотрели, когда он играл за юношескую сборную, там, Ю-17, там видно было то, что он выделяется, и он лидер команды. Что был за турнир в Швейцарии? В прошлом году мы ездили по Ю-17, 2008 год. Мы играли против ПСЖ, против Марселя. И мы тогда выиграли этот турнир. И Дастан там очень много голов забил, очень полезных действий совершил. И где-то уже там на него обратили внимание скауты. А давай вспомним твой турнир в Швейцарии. Тогда на том турнире к тебе было внимание уже серьезное. Как-то оно проявлялось? Тебе кто-то подходил? Может быть, из скаутов? Что-то намекал, Ко мне, подмигивал? да, подходили 2 скаута. Один был из Германии, а другой со Швейцарии. И тоже предлагали сотрудничество с ними. Говорили, какие клубы мной интересуются. И тоже вот в конце турнира ко мне подошел тренер Марселя, тоже похвалил, сказал, хороший атакующий нападающий. Он тебя позвал сразу к себе? Мы вот так праздновали победу. Он подошел, всем пожал руки пацанам, и ко мне вот подходит. Я вот так в сторонке стоял просто. И он подошел, сказал, похвалил меня. И что, только это сказал? Ничего не сказал больше? Не сказал, приходи к нам? Вот так намекнул, Сколько может стоить в будущем Сатпаев? До 50 миллионов. До 50? Да. 100 не пробьет. Твоими словами. История Сатпаева уникальна тем, что вот он как футболист основного состава в 16 лет вышел на первый матч, когда мы играли в Суперкубок, вышел на замену. И сразу было видно его качество. А это же не обманешь. Если раньше он там выходил на 20 минут в конце матча, то теперь он выходит с первых минут. И видно, что его качество соответствует уровню футболиста нашей лиги. Но вот как будет там, это уже другой вопрос, понимаешь? С 20 по 24 год я работал вместе с Дастаном. И в этот период уже видно было то, что он выделялся от своих сверстников. В каждом турнире он забирал лучшие награды. И вот в 21 году в чемпионате Казахстана Дастан из 19 игр забил 54 гола. Чем он вас поразил сразу же? Он привлек своей скоростью. Я думаю, это врожденный, генетически, потому что я общался с отцом. Отец тоже рассказывал, что он в свои юные годы занимался легкой атлетикой, быстро бежал. Он на ногах устойчивый. Он, играя с 30-летними мужиками, играя корпус-корпус, он стоит на ногах крепко, старается сохранить мяч. Я думаю, в этом плане он очень сильно прибавил. По бегу, именно по легкой атлетике, не дадут соврать мои одноклассники, мои учителя. На дистанции 60-100 метров я был один из лучших
в своей школе и в своем городе Капчагай. И, конечно же, Дастан всегда отличался вот этим качеством. Такой шустрый и скоростной всегда вот он был. И постоянно он на месте не сидит, всегда такой движниковый был. Я его увидел года 2 назад. Куджей-лига у нас такой турнир появился. Вот. В принципе, уже тогда он выделялся. Да. Чем выделялся? Ну, он выделялся, во-первых, скоростью. Понятно, что эта скорость, она у него на детском, на юношеском вот его уровне, она заметно ему помогала. А сейчас, конечно, мы об этом ему постоянно говорим, что он не только рассчитывал на свою скорость, поэтому тебе нужно становиться умнее, подключать голову уже. Всегда в центре внимания. Когда Хвича Кварцхелия первый раз приехал в «Локомотив» московский, а ему было 17 лет, он попал на тренировку «Локомотива», и он делал финты свои, и все удивились. Он несколько раз обыграл Чорлуку, игрока сборной Хорватии. Да. Мяч прокинул между ног, и все сказали: ты что делаешь? Вот так он провел первые тренировки во взрослой команде. Что делал Дастан, что тебя поразило? Он очень сильно начал тренировку, потому что он начал дриблинг, это удар левый, правый. Не понимали, он какой ногу можно играть. Он вдвоем очень хорошо играет, дриблинг очень хороший есть, и еще он сильный физически. Я 16 лет, но больше футболист, он физически сильнее, чем у нас есть. Давай самая сильная черта. По-русски не знаю это. Как... Говори по-английски. По-английски? Сейчас как... Дриблинг. Не знаешь, что он сделает. Непредсказуемость. Да, вот. Непредсказуемость. Да, То есть ты не знаешь, что он... Он всегда ищет, можно он закрытый все, он ищем, как надо освободить. На кого из европейских звезд похож Сатпаев? Интересный вопрос. Агуэро, наверное, больше как. Ну, наверное, это Агуэро, да, то есть тоже это низкая посадка, взрывной такой, да, то есть на все мячи, скорость. Я, наверное, не первый, да, кто такое сказал. Прямо сейчас Челси подписал Лиама Делапа, и он очень похож в этом плане на него. Тоже довольно уже большой для своего возраста, может потолкаться, и при этом обладает скоростью, обладает техникой, и в единоборствах участвует очень активно. Трансфер Делапа как раз подчеркивает, почему у Дастана тоже потенциально может быть шанс в Челси. На поле для меня он самый комфортный футболист. Сейчас один из лучших на поле. Ну, думаю, мы очень понимаем друг друга, потому что он очень хорошо знает футбол, как надо играть. Когда он приехал с нами, я сразу видел, какой он качество есть, какой он талантливый футболист. Я хотел ему помогать, что я чуть-чуть опытный, он чуть-чуть молодой, но я не видел 16 лет такой футболист, как он, честно, потому что он очень много работает. Первый раз я не видел, так много работает футболист в вот этом возрасте. Реализация очень хорошая, при этом при том, что я говорю о быстроте, да, принятия решений, это и дриблинга касается. Иногда достаточно нескольких эффективных, но не эффектных, может быть, движений для того, чтобы раскидать защиту, и он это делает здорово. Удар очень поставленный. Если мы сравниваем Дастана год назад, его фотографии, да, и прямо сейчас, он прям прибавил в мышечной массе, поэтому я думаю, что он будет только развиваться не только в плане футбольных качеств, но и физических, что тоже ему в Англии даст преимущество. Да, я это сам заметил, как быстро набрал форму именно мышечную. Сам, конечно, был немного удивлен, то, что за такой короткий срок получилось так мне набрать. Даже не знаю. Но я ничего такого не употреблял, просто качался и хорошо питался. Это генетика, ты считаешь? Или именно... Не, я думаю, это именно вот то, что работа в зале. Герман, я когда увидел Дастана, я был шокирован его таким телосложением. Это же одна из частей, его физическое состояние, это одно из его преимуществ.
В чем главная сила парня, которому 16 лет, которого переходит в Челси, на ваш взгляд? Вот, Не, ну он мне кажется, вот именно физическая мощь. но он забивает. Он много забивает, и это его сила, она не акселератической такого характера, она мощь, конечно, которая точно была замечена. Ну и, конечно, количество голов на разных турнирах, и в том числе в юношеской Лиге чемпионов. И сейчас он это подтверждает, играя впервые на уровне профессиональном за первую команду. Да, он один из лидеров бомбардиров, вызвал национальную сборную. Это все подтверждается. Он очень сильный, очень мощный. У меня большое будущее. И трудолюбие. Трудолюбие. Это прям невероятно. Он очень правильный с точки зрения отношения к профессии, отношения к работе, отношения к игре. Понимаешь план по Достану? Я не знаю. То есть понятно, что он, наверное, будет проходить до 18-летия какие-то сборы с командой, потом перейдет в августе следующего года в Челси, а дальше что, я не знаю. Ну, Ты понимаешь? Скорее всего, это аренда сначала, потому что все-таки закрепиться в Челси сразу будет сложно, просто потому что и так сейчас нападающих, как минимум двое. Я бы не сказал, что ситуация идеальная, учитывая, что оба довольно спорные и пока что сырые, и Достан в целом мог бы с ними посоревноваться. Но мне кажется, что первый год окрепнуть, например, через чемпионат Франции, это не самый плохой вариант. Тем более, что Страсбург уже показал, что очень здорово может интегрировать футболистов к себе, выращивать их для Челси, и сейчас они уже становятся интереснее для клуба, потому что туда ушел Джорджи Петрович, стал игроком сезона в Страсбурге, и там развивался Андрей Сантос, и Челси, более того, отдавая в Страсбург, понимает, что игрокам будут давать игровое время, и это очень тоже важный компонент. Более того, Страсбург играет по тем же структурам, по тем же тактическим идеям, что и Челси. Поэтому адаптация должна потом пройти гораздо проще. А тебе не кажется, что нынешний Челси — это не про план? То есть вот у меня, я не погружен в Челси, как ты, даже близко, но кажется, что у Челси просто клуб, который не имеет плана по своим футболистам, по развитию. То есть есть общий план, который идет сверху, скупить всех талантливых футболистов, может, это выстрелит. Но вот конкретных планов, как кажется, не существует. Нет, план здесь есть. Идея Челси прямо сейчас создать несколько команд, которые будут похожи на основную. Это касается команд Ю-18, Ю-21 и Ю-23. Это касается Страсбурга, это касается непосредственно самого Челси. Они все стараются работать по одной схеме. Когда Челси покупает молодого игрока, он его сразу интегрирует вот в эти резервные команды, например, или в Страсбург, или куда-то еще. И за счет этого он начинает понимать принципы того футбола, который Челси хочет видеть в основной команде. Поэтому потом процесс вот этого развития, роста, он проще становится, и уже адаптироваться нужно, опять повторюсь, не к самой тактике, не к самым идеям, а непосредственно к жесткости, пожалуй, интенсивности английского футбола. При этом понимая базу. Это очень тоже важный момент. Челси сейчас покупает исключительно футболистов до 25 лет. Челси сейчас покупает активно молодых игроков, которых может развивать где-то еще. И кажется, что идея здесь просто выстроить какую-то линию из игроков, которые вот на 5, 6, 7, 8 лет гарантируют тебе вот просто стабильно они будут играть у тебя. Это там тот же Палмер, Джексон и все остальные. Параллельно, наверное, когда-то построить стадион. Это тоже такой камень преткновения. И как раз за счет того, что Челси прямо сейчас очень много закупает игроков, Челси, по сути, себя обеспечивает талантами и качеством на лет 15-20. А это позволит, когда будет Челси строить стадион, не так сильно тратиться и быть конкурентом.
Представь, когда ты гол забил, мы сидим с ним, просто все забыли, а Зайса наш. И написали, что ты гол забил. А вы что, не увидели? Я не понял, а потом мы на эмоциях. Я там прыгал. И забыл вообще про это. Ну, вообще, игра все супер, только вот действительно этих мало было. Народ? Да, народу было. Кубковый же матч, поэтому... Ну, да, из-за этого. А что тут MVP, что в этом зале, что-то? А, короче, там я Мартынович говорит, ты MVP опять. Я думаю, натуре, что ли, за что тебе? Вручение лучшей игры. А потом Заре дали. Это кубок, это лучшая игра турнира. Ну и классно, конечно. Кстати, дома ремонт уже закончился? Да. Ремонт, да, только закончился. Уже смело ты можешь. А то меня выселили из дома. Кому ты посвящаешь букву А? Что означало празднование, которое ты показал? Это буква «Д» до 100? Нет, это была буква А вообще. Меня вот в день матча на завтраке наш игрок молодежной первой лиги Кайра Жастара попросил меня, вот мой друг близкий, попросил меня отпраздновать ему гол. Это вот его имя начинается на букву А, и вот его 4-й игровой номер. Мы тебя не видели в первом тайме. Ты на скамейке не был вроде бы, да? Я пришел на 20-й минуте, потому что, я молился, поэтому. Это строго вот у тебя как бы по часам? Вот нужно было в 5 часов, получается, да? Ну, там по определенному времени начинается молитва. Например, та молитва, которая началась, вот когда мы в раздевалке совершали ее, она началась в 4:40 во время разминки. И мы вот после разминки прочитали. Сколько раз обычно? Это 2 раза в день? Нет, молимся мы 5 раз в день. Почему для тебя это важно? Потому что это помогает мне духовно, в первую очередь. И я понимаю то, что все это исходит от Всевышнего, и то, что мне это помогает. А ты чувствуешь эту помощь? Да, очень. Как она проявляется? В чем она? Ну, именно, например, я молюсь о чем-то и прошу, и вот через некоторое время я это получаю. Я понимаю то, что это я не зря на это молюсь, и то, что я работаю над этим, то, что это воздается. Можешь какой-то пример, не знаю, о переходе просил, еще о чем-то? Например, я прям не буду подробностей, но вот, к примеру, я молился о том, чтобы меня заметил вот один из европейских клубов, и вот это свершилось. Так, достал. Ну что, для экскурсия? Что делал здесь? Любил больше всего? Ноги. Знаешь, когда мне рассказывал Антон Миранчук, когда он перешел в Аталанту, он говорит, мы понятно, команда профессиональная была, взрослая команда, большая команда, он сказал, мы все время, у нас была группа упражнений, называлась Форца, это было связано с ногами, чтобы ноги были взрывные. И они очень много делали ставку на ноги, чтобы ноги правильно закачать. Накачать. Да, для футболиста это в первую очередь ноги, чтобы были сильные. Ну и верхний торс тоже нельзя забывать. И когда я только начал ходить в тренажерный зал, мы уделяли более не взрывным качествам, а вот связочным, вот колени, голеностопы, мы укрепляли их. И вот, а потом уже постепенно переходили к весам. Пойдем дальше? Да, давайте. Давай. А знаешь, что мне все говорят про тебя, вот тренер первый, что у тебя феноменальная скорость. Вот это от рождения, это натренировать невозможно. Не, скорость можно улучшить на... Можно улучшить скорость? Да, как? Не на 100%, на 30% от твоей, которая природная скорость, можно улучшить ее. Ну, раскрой секрет, как можно улучшить скорость. Ну, если делать там физические упражнения, силовые, там, если это делать правильно с тренером, тогда можно развить ее. Да? Да, ну вот Мудрик же, увидели, тоже был быстрым, но стал заниматься с весами в тренажерном зале. Ты своей скоростью доволен или ты считаешь, что можешь еще быстрее бегать? Ну, вообще, в целом доволен, но я примерно понимаю то, что я могу еще стать быстрее. Ну, на 10%, я думаю, да. Ничего себе. Это как? Ну, я не знаю, ну вот у меня максимальная скорость была пока 35,5 км в час. Я думаю, ну вот 36 могу разогнаться. Я слышал, что он очень вдохновился и вдохновляется Роналду. И даже в таком юном возрасте, еще работая в академии и сейчас в главной команде, он очень много времени проводит в спортзале. Ну, я думаю, больше он не Роналду вдохновлен был, он больше поклонник Лионеля Месси.
И ну, где-то, да, он мог брать какие-то лучшие качества у Роналдо, то, что Роналдо любит работать над собой, также Достан. И плюс то, что вот Достан ходил в тренажерный зал, оставался, он этим заражал других игроков. Постоянно говорили, то, что если ты хочешь выйти на мировой уровень, ты должен больше уделять индивидуально своей работе. И плюс приводили примеры, там много в основных командах у нас хорошие футболисты были. И мы ими приводили примеры и говорили, то, что он после тренировки остается, дорабатывает, и потом он играет за свою национальную сборную, там, в Лиге чемпионов может участвовать. Мы сейчас увидели, что Достан остался последним после тренировки побить. Мне сказали, что то же самое он делал в Челси. Это действительно так вот регулярно происходит. Это не поза? Я это приветствую. Просто бывают такие дни, когда не надо оставаться, не надо бить, но он может спрятаться, а потом, когда мы все уйдем, и продолжить бить. Ну какой хитрый Достан, да, то есть он хитрый. То есть у него даже такое было, что его... он хотел в тренажерном зале позаниматься, а мы его выгоняли с тренажерного зала. И он так втихаря дождался, что все тренеры ушли, и потом зашел в тренажерный, там, начал заниматься. А мы вот раз и случайно его увидели там. В 17 лет, наверное, ему там еще тяжело. Менталитет один в стране, незнание языка. То есть я с ним разговаривал, он, конечно, его подтягивает, да, то есть, но опять же, то есть, насколько я понимаю, что это тяжело, да, то есть, наверное, больше он включится, когда уже погрузится в среду, да. А доктор, короче, сначала говорит в 2. Я сначала согласился, потом вспомнил, что школа завтра. И потом его на 9 поставил. Да, ушел, все, в 9. Ну, вот сейчас же будет потом все, четверть последняя. Вот. Ты вообще в школе? У него совсем... Онлайн обучение. Задача. Сам обучаюсь. Каждый день видео уроки смотрю. Вот с 8 встаю я. Алгебра у меня идет. Потом английский. Как ты будешь ссоры писать? Онлайн? Или в школу приходи, когда выходные будут. Вот ты какой класс? 7. Ну давай вот проверим. Я не знаю, вы это проходили, не проходили. Из твоего класса. Не, ну я что, в 7 классе был же? Ну просто проверим. Так, чисто. 7 алгебру проверим. Чё, скажи, вот, чё ты вообще знаешь? Что такое гипотенуза? Директор попал. Которых еще не бывает. Я думаю, ты вообще ничего не знаешь. Все, короче, это вот эти, когда вот треугольник. Вот длинный это, короче, этот. Да. Длинный, я не знаю, что-то вот эти два, это вот два качества. А перпендикулярный? Ну это кто же, вот это... Вот треугольник и вот это... Линия, которая, да. Как с английским у Достана? У Достана замечательно с английским. В первую очередь он сам по себе, у него к языкам хорошая, то есть как бы расположенность. И плюс он дополнительно занимается отдельно. Повышается уровень английского. Сейчас в данное время тоже дополнительно занимается. С английским у него проблем нету. Здесь вот мы по коридору проходим. Там дальше идут наши комнаты с пацанами, где мы живем. По 2, по 3 человек. Можем даже сейчас зайти вот в комнату, Давай. где мы располагались, жили. Ты здесь жил? Да. А сейчас как ты учишься вообще? Сейчас я учусь онлайн, но когда ссоры, Сочи, контрольные работы, я прихожу в школу и пишу их. А так я А как реагируют одноклассники? Ну, они понимают, что я сейчас в более взрослой команде нахожусь. И то, что Давай так, ты приходишь писать сочинение там, или экзамен, да, сдавать. Ты садишься за парту, перед тобой сидит, там, не знаю, твои одноклассники или одноклассницы, а ты парень, который перешел в Челси за 5 миллионов евро. Ну, я не знаю, они, наверное, об этом... Не знают? Ты шутишь? Может, не знаю. Но у нас в основном же школа сотрудничает с нашим клубом, и там практически все наши пацаны. Все футболисты? Да, почти там смешанные.
В основном наши футболисты там. И они же То знают... есть этим не шокировать Да, нельзя? ну, там вот есть маленькие дети, они узнают, там пофоткались несколько раз. Но сейчас я в школе пока не появлялся, сейчас онлайн пока учусь. Ты сказал про то, что у тебя есть понятный день, распорядок дня, у тебя в нем еще есть английский. Да. Как часто ты его учишь? Это для Челси ты его учишь? Вообще я изучал английский еще до просмотра в Челси. Просто готовился, потому что я понимал то, что если я хочу играть в Европе, тогда мне по-любому нужен английский язык. И вот я готовился, потом я достаточно уже долго изучаю английский, уже больше года, и это мне очень помогло в Челси. Я узнал очень много слов, таких сленгов, и ну вот в Лондоне мне было легко. В данный момент я изучаю английский, и в неделю я стараюсь его проводить по 3-4 раза. У тебя английский будет сейчас? Как он проходит? Сейчас, да, он будет, и урок длится час, и вот учитель подбирает всякие темы, видео, мы их смотрим, разбираем, и так изучается английский. Пустишь нас на свой урок английского? Да, конечно. Да. Hello, Destan. How are you? Hi, Timran. Good. And you? Good, thank you. It's a pleasure to see you again. How important is communication on the pitch? Do you think knowing multiple languages helps a football player? Yes, communication is a key. You need to give quick instructions to your teammates and call for the ball and organize the defense. And knowing different phrases and the languages helps, especially when you play with football players who from another countries, and you can talk with them in the language what you know. Okay, excellent. Thank you. Thank you. Какой тебе дает совет главный мама? Про папу сказали, какой главный совет от мамы ты слышал в последнее время? Она всегда мне напоминает о том, что ну, это не предел, на чем сейчас я остановился. И всегда говорит то, что в Челси, когда придет это время, именно 18-летие, только тогда начнется вот мой путь. Сейчас пока это только, ну, это в Казахстане, это вообще другое. И самые вот трудности начнутся именно на этом пути, именно 18 лет. И говорит, не расслабляться, просто работать дальше. Вы говорили после трансфера Сатпаева. Дастан остается в Кайрате до 18 лет, но Челси пришлет тренера, который будет с ним работать по индивидуальной программе. Да. Он будет 2 года его вести. Да. Вы можете мне рассказать, как это будет выглядеть? Это все у нас прописано в контракте. Ага. И это основное было пожелание футбольного клуба Челси. То есть это их основное условие. Во-первых, до 18 лет Сатпаев не имеет права получить рабочую визу. Так-то, вот сейчас, если бы его в сборную не взяли бы, он поехал бы на сборы с Челси на 2 недели. То есть на даты FIFA, если он не попадает в основной, там, если его не приглашают там, в национальную сборную или там, в юношескую сборную, он должен приезжать в Челси. Главную команду. Да. Но когда мы получили информацию, что Дастана пригласили в национальную сборную, то Челси нам сказал, конечно, мы очень рады, пусть обязательно поедет за национальную сборную. Второе, вся его программа подготовки, которая есть на сегодняшний день, мы полностью ее переправляем скаутской группе Челси. Они смотрят все его данные, дают какие-то коррективы или как бы советуют что-либо делать. В принципе, он находится у них под контролем. Не секрет, что в Кайрат приезжал тренер в Челси, который конкретно с Дастаном работал. Это сам Челси отправил. Кайрат Сайтаевич рассказывал. Как складывалась вот эта вот работа с тренером Челси? Мы ранее с ним встречались в Лондоне, когда находились на просмотре. Они очень довольны развитием Дастана. На самом деле, они тоже не думали, что он настолько вот он начнет себя проявлять к своим годам до отъезда в Челси. Один из вопросов был тоже, насколько мы готовы сейчас до 18 лет уехать в Лондон для достижения 18 лет, чтобы Дастан поехал играть туда уже в Европу. Конечно, я как отец с уверенностью сказал, что мы готовы поехать и до 18 лет. Для развития сына мы как бы все оставим и поедем для поддержки, для дальнейшего развития сына. У нас была опция уехать до 18 лет, и она сейчас имеется, чтобы переехать туда
всей семьей. И чтобы сын играл не за основную команду, не за первую, а за Ю-21, допустим. Мы любой вариант рассматриваем. Если будет необходимо поехать до 18 лет, мы готовы поддержать и переехать туда всей семьей. Вы реально ли ему переехать в Челси до 18? Что-то как-то проговаривалось? Это проговаривалось, и разные варианты прорабатывалось, и с получением родителями работы. Но здесь нужна помощь Кайрата. А Кайрату такая корова нужна самому. Они, так сказать, не ожидали, что он так здорово начнет. И этот баланс мы сейчас держим. Это сложно, предельно сложно молодому человеку до 18 лет. Ты это видишь и по латиноамериканским футболистам Реала, там, Барселоны или того же Челси, да, и очень жесткое регулирование. И это не должно быть искусственно. Ну, это непросто. Единственный вопрос, кто из нас поедет, или я, или папа. Мне предлагают поехать туда на учебу. Вы готовы? Я готова. Но дело в том, что еще у нас Тимирхан есть младший, третий сыночек. Поэтому сейчас вот как-то стоит. Ну, к чему-то придем. Нам сказала Мадина, что может поедет она, а может вы. Вы бы за кого бы? Конечно, я готов, чтобы пусть супруга со всеми детьми находится там. Конечно, так будет лучше. Но если даже будет необходимость, мы готовы все туда перебраться ради карьеры сына. Вообще, а куда младшего сына тогда тоже где-то? Младший он будет учиться и тоже будет заниматься в каком-нибудь клубе. Я думаю, со временем тоже его заметят, так как у него есть желание. А талант видите в нем какой-то расположенность к футболу? У него я талант вижу, да. В первую очередь это желание. Желание, оно и дальше, если он будет идти за своей мечтой, когда станет за желанием, и я думаю, он тоже достигнет определенных успехов в футболе. Мне сказали, что вы здесь за старшего, вы многих молодых привечаете, даете советы, опекаете. С Достаном было так же? Ну, сидит рядом, слежу, приглядываю. Как раз меня в раздевалке два молодых окружили. Ну, раскройте чуть, как эта опека выглядит. Не знаю, советы какие-то даете Достану? Не знаю, там из последнего тоже ему там посоветовал не распыляться, да, то есть он очень любит куда-то там побежать влево, вправо, фланг. Я говорю, будь в створе, будешь больше забивать. Ну вот, пожалуйста. Оставался в створе перед последней игрой. Мы беседовали с Мартыновичем. Он сказал, что советует тебе не распыляться. Что он имеет в виду? Я думаю, это может в плане, чтобы в социальных сетях я меньше где-то себя выставлял, или же появлялся где-то на улице поменьше, чтобы люди двигаться в тишине, может. То есть речь именно про поведение вне поля, не на поле, правильно я понимаю? Я думаю, наоборот, когда мы играем на поле, наоборот, нужно раскрепощаться и показывать все свои возможности. И брать на себя игру, и пасы давать своим партнерам. Если он бывает, хотя очень редко дома бывает, конечно, мы с ним беседуем, стараемся говорить, чтобы он поменьше был в соцсетях, чтобы он поменьше вообще читал про свои какие-то, которые эфиры выходят про него, там различные посты, там, чтобы это комментарии, чтобы он это как бы не заморачивался, не отвлекался. Он очень переживает, когда он не забивает. Он такой, знаете, у него вот эта вот детская страсть, да, он еще как ребенок, он хочет забивать, но он на самом деле, что мне нравится в нем, это его любовь к футболу. И ему нравится как играть и забивать голы. Мне понравилось определение Алиева, главного тренера сборной Казахстана, который недавно выпустил впервые Достана в официальном матче. Неосознанная компетентность. То есть он знает, по мнению, что, когда нужно делать. Замечаете ли вы это? Я немного другого мнения. Досику еще, на самом деле, ему предстоит еще долгий путь, ему нужно над многими вещами работать. Какими? Давайте расскажем. Он должен принимать быстрое решение и различать, где можно пойти в обыгрыш, в обводку, где можно сохранить мяч, сыграть там за счет партнеров. Если в детском возрасте он мог там 5-4 обыграть. Здесь, во взрослом футболе, он может это делать, но он должен различать ситуации. Если есть пространство, да, на пространстве он силен. А если, конечно, его же тоже, во взрослом футболе его тоже будут изучать. Он должен быть зрелым, и он должен, хитрее, что ли, быть. Из футболистов российских в 16 лет
в 17 лет. Кто по таланту сравним с Достаном? Ну, можем сразу Захаряна привести в пример, потому что его тоже хотел Челси, кстати говоря, да, тоже похожая история. Вот кто еще на ум приходит, кроме Арсена? Ну, у меня только Батраков прямо сейчас приходит на ум. Успел его посмотреть. Я в целом симпатизирую Локомотиву в России. И, конечно, то, что делает Батраков... сравнимый талант, ты считаешь, да? Сатпаев и Батраков сравнимы? Прямо сейчас, мне кажется, Батраков чуть повыше, да, просто как-то больше у него какого-то прям совсем природного таланта. Но в целом, мне кажется, что это выравнивается постепенно, да, со временем. И хочется, чтобы и тот, и другой, конечно, играли в Европе. Хочется на обоих там посмотреть. Говорили, писали, нам подтверждали, что Достана хотел «Зенит». Конечно, «Зенит» хотел, потому что у них отношения очень близкие между клубами, они видели этот талант. Это не было на повестке, когда мы уже занимались. Тогда уже были ведущие мировые клубы. То есть, когда вы занимались процессом, уже говорили только о топ-клубах Европы? Просто «Зенита» не было, потому что и их оценка финансовая, и ожидания Кайрата, они не могли позволить договориться. Именно интересовались. Это Бенфика, Хоппенхайм, по-моему, плюс несколько клубов кстати, с России не было. Не было из России ни одного клуба? Так вы же играли против «Зенита», было. И было очень хорошо, когда Андрей Аршавин, у нас был матч летом. Ага. И Андрей Аршавин, мы были как раз перед матчем, беседовали с Александром Ивановичем и Аршавин втроем. И тогда Андрей сказал: купите Сатпаева. Аршавин сказал: купите Сатпаева. Медведев сказал. Я про себя думаю, о чем это разговор? Потому что я на самом деле и сам не мог сказать, что тогда Сатпаев там отличался всех. Знаете, думаю, откуда Андрей? Вот Андрей, знаете, увидел, и тогда уже Медведев предлагал: купите этого парня, ему 16 лет. И было предложение? Не было. Александр Иванович говорит: не, он слишком молодой. Ну ладно, молодой. Все клубы думали и рассчитывали на то, что они оформят сделку ближе к достижению совершеннолетия Достана. А Челси именно то, что подкупило, они готовы были сделать сделку здесь и сейчас. Андрей Аршавин говорил, что его отпугнула цена, в контексте «Зенита», 3 миллиона евро. Это на самом деле правда, да. Мы как раз когда матч с «Зенитом» был, то есть, вы помните, в прошлом году мы проводили матч, и как раз и он, и там руководство «Зенита» как раз на ужине, они обратились, но мы сказали: Андрей, мы очень вас уважаем, но у нас есть много клубов, которые интересуются, и у нас есть уже сейчас конкретное предложение от Челси. И если вы хотите, то есть мы готовы рассмотреть, но у нас есть уже определенные условия, запросы, да. С Максимом Погореловым мы общались, в целом они нас услышали и сказали: если есть Челси, реально, давайте мы тогда подождем, если у вас что-то не получится, давайте мы к этой теме снова вернемся. Еще другие клубы, Марсель, какие еще? С немецких клубов к нам выходили агентства, с испанских клубов непосредственно были предложения, и другие европейские клубы, так можно сказать, среднего звена. Об интересе каких команд ты знаешь к себе, кроме Челси? «Зенит», «Реал Сосьедад», «Бенфика», «Зальцбург», «Марсель» вроде что-то говорили. Почему ты не поехал в «Зенит», например? Челси проявили самое такое большое внимание из всех этих клубов. Выбрал Челси. А остальные — «Реал Сосьедад», «Зальцбург», «Марсель»? Интерес был, но не настолько конкретный, как у Челси. Зная Челси, который покупает много футболистов, объясни мне, зачем Достану нужен Челси? Потому что его хотели другие команды. Он мог пойти легко в команду с меньшим, скажем так, именем, не знаю, в Испании, в Италии, во Франции, тоже Англии, и знать более-менее свою карьеру. В Челси он ее не знает. Это будет аренда, это будет, я не знаю, продажа, это будет Страсбург или главная команда. Никто не знает ничего. Зачем вообще сейчас молодому парню брать Челси? Ты знаешь, у нас в целом в фанатском сообществе есть уже такой мем, потому что каждый раз, когда к нам приходят футболисты, они рассказывают: нам так понравился проект, который нам представили, и нам всем безумно, фанатам, безумно интересно, что же это за проект такой, на который все покупаются. Если серьезно, то мне кажется, что когда за тобой приходит именитая команда, очень сложно отказать. И если она обрисовывает конкретный план, действительно, то тоже уже становится как-то понятнее и интереснее попробовать себя там.
Я не думаю, что Челси пришел к Достану и сказал, ну вот там как получится, посмотрим через 2 года. Почему именно Челси, на твой взгляд, лучший вариант карьеры сейчас для тебя? Я, конечно, не знаю, лучше ли это вариант мой, но просто Челси, они умеют работать, мне кажется, с молодыми игроками. Они могут инвестировать их, ну, даже если, говоря об аренде, они могут мне найти хороший клуб. Но я буду стараться, конечно, закрепиться именно в основной команде Челси и быть лидером там. Смотрите, агенты обычно, топ-агенты, рисуют такую линейку, карьеру игрока, что будет дальше, шаг за шагом. Какой план у вас в голове, что вы обсуждали с Германом, что он вам говорил, как видится карьера Достана дальше, что будет дальше? Все-таки рассчитываем, что он будет в Челси, то есть у него получится. Но есть разные варианты, и Герман сам об этом говорил. То есть есть и Страсбург, да, есть и еще разные варианты, то есть развитие игрока. То есть я думаю, что самое главное, что в конечном итоге Достан надел футболку Челси и вышел на Стэмфорд-Бридж. Когда мы говорили с Германом Ткаченко, агентом Достана, он говорил о том, что Челси еще это статус, большой клуб, но это еще и крутой футбольный хаб, потому что это, возможно, развитие футболиста через аренду, либо перепродажа. Насколько, на твой взгляд, Достан может Челси рассматривать как место, куда надо приехать, поиграть, условно говоря, в Страсбурге, либо, там, не знаю, побыть в главной команде, а потом уже переехать, там, не знаю, в другую лигу, в Испанию, либо в Италию? Тут Герман абсолютно прав, и на самом деле так было всегда. И при Романе тоже было довольно часто явление, когда футболист очень много ездит по арендам, а потом его продают. Он где-то получает хорошую прессу, где-то просто показывает хорошие цифры, и после этого его отправляют в какую-то команду, и все счастливы. И клуб заработал, и игрок получил, наконец-то, возможность где-то закрепиться. И сейчас это тоже, такие варианты не исключаются, просто потому что, понятное дело, попасть непосредственно в сам основной состав Челси довольно сложно. И, конечно, у нас очень много молодых футболистов, все не пробьются, очевидно. И поэтому я думаю, что сделать где-то себе имя в какой-то аренде, а потом быть проданным, почему бы и нет. У Челси действительно есть хороший опыт зарабатывания на этом денег, и при этом никого не обижают. Челси очень внимательно следит за футболистами, которые находятся в арендах. У нас есть целый отдел, который занимается арендами, и каждому игроку или группе игроков, в зависимости от того, насколько они близко друг к другу, обычно ставится наставник. Это просто бывший футболист, может быть, а может быть просто какой-то специалист и тренер, который отдельно следит за игроком и не подсказывает ему там с точки зрения физики, что нужно прокачать, а рассказывает об игре, он анализирует игры, он приезжает на матчи, он его поддерживает. То есть это такой, можно сказать, папа в клубе появляется дополнительный. Понятно, что сейчас на слуху и главный герой вообще европейского футбола Хвич Кварацхелия, да? Парень, который там, сейчас я видел много разных шортсов, рилсов, Хвич Кварацхелия в 16 лет, играет за «Динамо» Тбилиси, потом, соответственно, «Локомотив», и пошло-поехало «Рубин». Мы можем сказать, что у Сатпаева, возможно, будет похожий путь в плане того, что тоже парень из СНГ, да, из бывшего СССР, парень, который, ну, мягко скажем, наверное, не на слуху, да, он не то, что как Хвич тогда, но вот такой путь ты можешь ему представить? Да вполне, учитывая, что у него уже есть контракт готовый с Челси, это очень хороший трамплин. Это очень хорошая возможность сейчас о себе заявить. А этого очень часто не хватает молодым футболистам. Когда приехал Хвича в Россию, в «Локомотив», все говорили: вау, талант супер. Но, скажу честно, никто не мог представить, что через 5 лет он будет играть за ПСЖ, главная звезда, забивать в плей-офф Лиги Чемпионов, ну и топ-уровень. Да. Никто не мог представить. Я думаю, что в Грузии тоже, наверное, не могли, что в 24 года Хвича будет играть за ПСЖ. Но он играет. Давай сравним талант Хвичи и Достана. Достан, он уровня таланта Хвичи? Я думаю, да. Я думаю, он может играть еще большой футбол. Я ему всегда говорю, через 6 лет ты надо выиграть золотой мяч, потому что ты сможешь это. За 5-6 лет ты можешь играть топ-футбол. Все, если ты идешь в Челси, это не только остается не Челси, еще надо вперед и играть
другой команды, Реал, Барса, больше хорошей команды, ты можешь это. Поэтому, работая об этом, и он, думаю, будет играть большой, больше хороший футбол. И у тебя есть какие-то примеры ребят С СНГ? СНГ, постсоветское пространство, которые сейчас в Европе играют? Ну, может быть, есть какие-то конкретные? Может, Хвичи для тебя ориентир? Да, Хвича, вот, слежу за его игрой. Ну, нравится, как он берет на себя игру, забивает голы, тоже сейчас в ПСЖ играет. Ну, хороший уровень, капец прям. А ты свои голы празднуешь в стиле Арды Гюлера? Ага. Я прав? Да. Он для тебя футболист-ориентир? Нет, просто мне понравилось значение этого празднования. А это расскажи, празднование само означает благодарность вот, ко Всевышнему. Вот поэтому я праздную так. А так у меня любимый футболист, если говорить про данный момент, тогда Ламин Ямаль больше, чем он. Ламин Ямаль? Да. Ты знаешь, какого он года? Да, 7-го года. А ты 8-го? Да. Вы почти ровесники. Ну, хотелось бы с ним посоревноваться вот в будущем. Пока... Где это может случиться, как ты считаешь? Ну вот, если все будет хорошо, когда туда улечу, в Челси 18 лет, тогда там вот с ним конкурировать буду. Я правильно, что есть вероятность, что ты уедешь до следующего лета в Челси? Честно, я об этом не думаю. Я думаю, все возможно. Если сейчас буду проявлять себя хорошо в своей здесь лиге в Казахстане, тогда, думаю, все возможно. Поехать туда раньше. Ты понимаешь, да, что переехать в Англию, особенно если мы говорим о несовершеннолетии, то должна быть вся семья переехать туда? Да, я знаю это. Нет страха у твоей семьи к приезду? Абсолютно нет. Наоборот, Европа, новая жизнь, это круто же. Тимирхан, скажи тоже что-нибудь. А где ты будешь в 16 лет? Ну, надеюсь, как Казахстан меня клуб какой-то там заметит, я тоже. А ты в какой хочешь клуб? Не знаю. Ну, какой любимый? Барса. Барселона. Барселона? То есть у вас один двоих клуб? Да. Я надеялся, что один за Реал, другой за Барселону. Он такой болельщик. Да. Да, вот сейчас мы в живом блоке. Это вот наш Здравствуйте. воспитатель, главный воспитатель наш. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо у вас как? И вот Надежда Васильевна, вот. Очень приятно. Они нас здесь воспитают, нам помогают с предметами, по школьным делам, и вот нам помогают со всеми вот потребностями. Ты играешь сам? Ну, я когда только заезжали, играл, но сильно не умею играть. Давай, я тоже плохо играю. Давайте. В футболе я с тобой не посоревнуюсь, а настольный теннис, может быть, хотя бы без... Да есть тоже без шансов. И вот здесь иногда пацаны играют после обеда, заходят после тренировки, до тренировки. Да? Да. Иногда даже тренера подключаются. А что еще, какие у вас еще были здесь развлечения, кроме настольного тенниса? У нас есть этот... PlayStation вам давали играть? PlayStation у нас есть, да. Он только там надо пройти по коридору. А ты можешь сравнить с Академией? Ау? С Академией Челси? Ну, где ты был, на базе. Там... А у Челси Академии нет. Да. У них там только база, вот, столовая сверху, Да. и раздевалки. Ага, и все. Да. И поля потом идут. Мы не просто так выбрали эту локацию, потому что здесь я вижу, это тренерская, как я понимаю, Академии Кайрата, и тут много кубков. Я вижу много кубков разных. И хочу понять, какой кубок вам принес Сатпаев? Ну, самый первый кубок с Сатпаевым — это чемпионат Казахстана, 2021 год. Мы сыграли 19 игр, 19 выиграли, 186 забили, 0 пропустили, и тогда Дастан... Сколько забили? 186. И 0 пропустили? 0 пропустили. Это как? А с кем вы играли? С другими командами. Я понимаю, с кем вы играли, что такая разница была. Ну, вот так вот получилось. 186 забили, 54 Дастан забил. И стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. Сколько забил? 54. Из 180? Ну, 186. Ну, наверное, он 50 еще голевых отдал. То есть у него было 100 очков, из 180 голов он принял участие в 100 голах? Ну, и гол и ассисты? Да. Да ладно? Да. Вон тот, да, кубок получается? Да, этот кубок. Хорошо. А если честно, он так издали напоминает кубок другой, кубок Лиги Чемпионов. Похож, да, вот такие уши? Давайте сделаем прогноз. Дастан выиграет Кубок Чемпионов? Я думаю, да. Да? Да. Красиво, это серьезно. Когда это случится, как вы считаете? Ну, 4 года даем. 4 года? 4-6, да.
В течение 6 лет выиграть Дастан Лигу чемпионов? Хорошо запомню эту историю. Где увидите Сатпаева через 10 лет? Ну, в чемпионате Англии. В ближайшие года, может быть, там 2-3 будет там тяжело. То есть, ну, опять же, через какие-то аренды, да, то есть я думаю, что вот он отыграет год здесь. Я думаю, Челси посмотрит, отправит его в чемпионат повыше. Хотелось бы видеть его основным нападающим Челси с 9-м номером и уже как минимум одной золотой бутсой и чемпионством. А расскажи вообще, о чем ты мечтаешь? Ну, если в плане спорта, да, мечтаю стать и оставить большой след в европейском футболе. Заиграть на европейском уровне. Ну какой след? Ну твоя мечта футбольная. Выиграть Лигу чемпионов. Выиграть золотой мяч. Понятное дело, все эти награды, кубки тоже выиграть и помочь своей стране, национальной сборной, участвовать на чемпионате мира. Я составил список футболистов, которые принадлежат Челси. А кто-то из них не был. Кто-то из них был в Челси, может быть, в другое время. Я тебе их назову, а ты скажешь, они сейчас принадлежат Челси или нет. Кирнан Дьюсбери-Холл. Не, он не является больше игроком. Он игрок основного Челси. Тайрик Джордж. Он в основном составе сейчас играет. Алексей Смертин. Закончил давно. Ты знаешь, да, кто это? Да, да. И Он у нас был вот в академии. Просто в гости приезжал и делился своим опытом, мы задавали ему разные вопросы. Это было при тебе, да? Да, да, у меня даже фотка есть. Джош Ачимпонг. Он является вот, в главной команде сейчас играет. Вы же вместе с ним были, да? Да, да, я с ним тренировался. Эйдур Гудьонсон. Я его не знаю, но мне кажется, он в аренде. Он был игроком Челси при Абрамовиче 20 лет назад. Матис Амугу. В аренде? Правильно. Да. Конор Галлахер. Не знаю его, честно. Не является игроком, просто. Его продали в Атлетико. Он играет в Атлетико Мадрид. Но он был в Челси год назад. Шумайра Меука. Он в 7-го года, он тоже вот в основном составе недавно выходил в АПЛ. Ну, он вот правильно. В Челси сейчас. Киану Дайро. Он тоже является игроком Ю-21 и основной команды Челси надо тоже заиграть. Круто. И Меука, и Дайро, они выходили против Астаны. Да. Но ты вот смотрел, и ты себе представлял, вот я могу быть там, я могу с ними играть. Было такие эмоции? Вообще, да, был момент, где, может, подумал, мог бы я с ними играть сейчас против Астаны, там, в этой лиге конференции. Был бы супер, да? Ну, был бы, да, супер. История с покупкой Дастана – это что? Это мониторинг внимательный новых рынков, лучших футболистов, турнир Швейцарии был, где Дастан себя реализовал? Или это просто, условно говоря, есть отдел в Челси, есть от Биг Босса задача скупать всех, кому 16-17 лет умеют хорошо играть в футбол, на всякий случай скупим, а там посмотрим. Какое из этих направлений? Челси очень тщательно сейчас работает на рынке молодых игроков, и мне кажется, что в целом многие топовые клубы сейчас сместили вот этот вот ракурс, да, не на покупку топовых футболистов, а на покупку футболистов, которые могут стать топами. Челси просто хочет покупать тех футболистов, которые потенциально через 5-10 лет станут уже суперзвездами и просто придут в команду, и при этом это не будет стоить огромных денег. Конечно, всех очень подкупают истории того же Винисиуса в Мадриде, и рынок все молодеет и молодеет. И это не только у Челси, это и Юнайтед этим занимается, и Сити, 15-16-летние футболисты. Просто Челси более масштабно это действительно делает, и в разных странах. И я думаю, что это правильно, потому что не все таланты в Англии и в Европе. Ты знаешь, как Челси сейчас формирует свою трансферную политику? В 2022 году Челси хотел купить Захаряна. Знаешь, какого футболиста? Да, да. И они покупают, у них сейчас философия покупать всех талантливых игроков по всему миру. Из Эквадора, из Казахстана, откуда угодно. Всех покупать талантов. И давать им длинные контракты. По 5, 6, 7 лет, чтобы они были закреплены за Челси. Но есть риск, что они просто собирают игроков, а дальше кто как выплывет. Да, у многих может не получиться. Объясни, почему получится у тебя. Думаю, не знаю, может, потому что я буду не сдаваться, идти до конца. И думаю, мне поможет на этом пути Всевышний мне. И родители тоже рядом поддержат, и мои близкие тоже. Думаю, с такой поддержкой я смогу добиться результатов больших. Но страха нет, что тебя Челси купил просто вот, знаешь, как в потоке всех. Видел талантливого футболиста, хорошая статистика, надо покупать. Ну, но думаю, не понимая деталей, сути, может быть. Авансом тебя купили. Конечно, возможно такое, но даже если так,
Не знаю, будем доказывать, чтобы они поменяли мнение об этом.